Приветствую подписчиков и гостей канала. В конце 2024 года я наткнулся на такую статью, как собрать клон Yamaha DX7 за $10, и решил получше изучить этот вопрос. Я никогда не интересовался проектами на основе Raspberry Pi, и мне вообще было непонятно, для чего нужна эта железка, если есть Arduino, STM32. Но оказывается, Raspberry Pi достаточно мощная штука, и она используется многими людьми в мире, чтобы делать какие-то свои проекты. В том числе, например, эмуляция синтезаторов. В статье был описан эмулятор Yamaha DX7 на плате с процессором RP2040. Это недомалинка, то есть не до Raspberry, который использует два ядра, там 300-400 МГц частоты процессора и достаточно мало памяти. Ну, то есть синтезатор получается как бы недоделанный. Я посмотрел на YouTube варианты звучания, и звучание мне не понравилось. В этой статье были также описаны проекты MicroDexit. Это вариант на очень мощном контроллере Tinsy. Он стоит очень дорого, там слишком сложная схема и слишком много возможностей. Ну, возможности, конечно, не помешали бы, но цена устройства очень заоблачная. Также в статье был указан проект MiniDexit. Я посмотрел на YouTube, очень понравилось звучание, но не понравилась цена, потому что Raspberry Pi 3, 4 и 5 стоили достаточно дорого. Но в списке как-то затесалась Raspberry Pi Zero 2W. Посмотрев цены на Zero 2V на китайских маркетплейсах, я решил заказать эту плату и попробовать собрать что-то подобное. Пока посылка шла из Китая, я изучил другие проекты на Raspberry Pi и обнаружил, что их достаточно много. То есть это есть еще и MT32 Pi, Mini GV 880 от Roland, ну и Mini Dexit. Ну и есть еще несколько проектов, которые достаточно сырые. А вообще это весьма иронично, что я занялся ретро-синтезатором в то время, когда AI-музыка заполонила все чарты. И скорее всего этот синтезатор уже не нужен будет никому. Ну, за исключением гиков, конечно. Вместе с Raspberry Pi я заказал цифроаналоговый преобразователь на чипе PCM5102. Джойстик я взял от какого-то старого телевизора. Не хотел использовать кнопки, а здесь получилось все компактно. И вот так я подключил. Дисплей я взял от какого-то оборудования старого. Но здесь видно маркировку. Это дисплей на чипе SSD 1305. Его пришлось переконфигурировать на шину i2C, установив несколько перемычек. Ну и первое, что я сделал, я запустил эмулятор MT32 Pi. Синтезатор Yamaha DX7 мне нравится меньше, чем ромплерные звуки Roland. Но опять же, MT32 Pi поддерживает саунд-фонты, а их очень большое множество в интернете, и можно найти любой звук по душе. Я сконфигурировал файл настроек MT32 Pi так, чтобы у меня все заработало, в том числе и дисплей, и джойстик. Это получилось не с первого раза, конечно, потому что что-то сначала не работало, что-то потом не работало, где-то я перепутал кнопки какие-то. Но вот здесь видно версия, и запустился эмулятор MT32. Переключаем Sound мод, MT32 мод. Также я подключил сеть, Wi-Fi, чтобы можно было по FTP что-то переконфигурировать или залить какие-то саундбанки. Но это пробное включение, потому что нету еще преобразователя MIDI. Это я просто запустил сам эмулятор и посмотрел, что он уже работает. Дисплей я взял с какого-то оборудования, скорее всего с каких-то весов, потому что видно, что просвечиваются символы, которые выгорели. То есть OLED-дисплеи, они не вечные, они постепенно выгорают. На обычном тексте этого не заметно, но когда заполнение более полное, видно, что некоторые пиксели темнее. Также я соединил сеть, и видно в роутере, что по Wi-Fi подключен эмулятор. Ну и можно зайти по FTP
И вот все файлы. Можно какие-то посмотреть файлы, какие-то залить, потом перезапустить, допустим, эмулятор, и они уже будут там присутствовать. Хотя, может быть, и не надо перезапускать. На эмулятор эмулятором, но хотелось бы уже услышать какой-нибудь звук. Поэтому я по-быстрому собрал на первой попавшейся оптопаре MIDI-преобразователь и попробовал с помощью MIDI-клавиатуры извлечь какие-то звуки. Получилось, конечно же, немного некрасиво. Тут же выяснилась первая проблема, так как оптопара была без вывода базы и смещений нельзя было настроить, команды приходили с ошибками. На цифроаналоговом преобразователе я не стал использовать джек 3,5 мм, а сразу же припаял RCA разъемы. Нормальный звук услышать все-таки хотелось, и я нашел оптопару с базой и собрал нормальную схему. Причем по схемам на страницах проектов эта оптопара не используется, но я ее использовал. И все получилось. Тут же я принялся извлекать какие-то рандомные звуки. MIDI-клавиатура стояла вертикально, прислоненная к столу, поэтому мне было неудобно и снимать, и что-то там играть. Но, тем не менее, я услышал какой-то звук. И MIDI-преобразователь работал как бы нормально. То есть никаких ошибок не было. И если эмулятор MT32 меня как-то порадовал, то эмулятор SoundFont SF2 мне совсем не понравился, потому что, несмотря на то, что банки были крутые, навороченные, многомегабайтные, динамика воспроизведения нот, ну то есть громкости нот слабые, тихие, громкие, они были неправильными. То есть, если в MT32 все было нормально, то в SoundFont Player было все плохо. Тихие ноты звучали очень тихо, а громкие звучали очень громко. Нельзя было выбрать какую-то середину. Почему я первым делом запустил MT32 Pi, а не Minidexit? Вот только поэтому. Потому что в Minidexit не было поддержки дисплеев SSD 13.05. Ну и видно, что изображение выводится неправильно. Хотя что-то можно прочитать, но непонятно, что выводится, какие режимы, потому что все выводится не в тех местах, где надо. Но и видно, что у SSD 13.05 есть градации яркости, и когда драйвер SSD 13.06 выводит информацию на этот дисплей, видно, что какие-то элементы выводятся с другими градациями яркости. Этим как раз и отличается дисплей SSD 13.05 от дисплея SSD 13.06, который намного проще, чем этот. И я внимательно изучил библиотеку Circle, которую использует Minidexit для вывода информации на экран дисплея SSD 13.06 и сравнил ее с проектом MT32Pi, где драйвера написаны самим разработчиком проекта MT32Pi. И в своем проекте он поддерживает не только эти дисплеи, но еще есть там дисплей тоже OLED-овский SH1106. Ну, таких я не встречал, но тем не менее это радует. Я мало знаком с GitHub и, в принципе, не понимал, как можно внести изменения в саму библиотеку Circle. Я написал просто разработчику проекта Minidexit, и он, видимо, внес эти изменения. Правда, сам разработчик проекта Circle не сразу опубликовал все изменения в проект. Это длилось около месяца. И до этого времени мне пришлось компилировать проект вручную с изменениями. Но, тем не менее, все получилось, и я получил нормальное изображение на дисплее. И мог уже полноценно пользоваться эмулятором Minidexit. Также я настроил кнопки, перенастроил, чтобы управлять этим эмулятором. И вы видите, что все работает. Чтобы смонтировать эмулятор в корпус MIDI-клавиатуры, я взял вот такой вот удлинитель SD-карты. Также взял радиатор от старой материнской платы от Южного моста. Но вот эта конструкция мне не нравится. Придется что-то делать другое, потому что эта мешанина проводов, просто страшненькая. Я разобрал MIDI-клавиатуру, чтобы прикинуть, как что там будет стоять. Закинул туда эмулятор, и пока непонятно. Вот сама плата MIDI-клавиатуры Novation SL61MK2. Здесь вот есть питание 9 вольт,
переключатель, который переключает на USB либо на питание. USB разъем для связи с компьютером, две педали, MIDI второй выход и MIDI первый выход. Там вход, выход и pass-through. Здесь стоит вот такой вот джойстик модуляции питча. Ну, места, как вы видите, хватает, чтобы разместить любой синтезатор. Я так думаю, что можно даже Yamaha полностью засунуть любую туда. Я отпаял от старого IDE жесткого диска разъем и впаял плату Raspberry Pi. Ну и получилось вот так вот красивенько. Сначала я хотел использовать шлейфа от жестких дисков. Но там, во-первых, не хватало одной ножки, как обычно. Во-вторых, шлейфа сами по себе собирались достаточно ненадежно, то есть на ножевые разъемы. И если их перепиновывать, то получилось бы, очень плохой контакт, я так думаю. Я, конечно же, попробовал, но у меня ничего не получилось. Перепиновка — это такое занятие дурацкое. Конечно, можно было бы припаять эти контактики, но я не хотел ничего такого ненадежного, поэтому я решил использовать другой разъем, который я заказал также в Китае. Это разъем для впаивания в плату, но какая разница? Единственное, что у него нет ключика, чтобы правильно вставлять и в ответную часть разъема. Но если отметить первый вывод, то можно и не перепутать. Хотя, в принципе, вставлять его можно будет только один раз. Потом, если сам эмулятор будет работать, зачем его вытаскивать вообще? Также я нашел разъемчики от различных устройств. Там 4-контактный, 5-контактный, 3-контактный, чтобы соединить все компоненты эмулятора. Вот вы видите, как я припаиваю такой разъемчик к плате цифры аналогового преобразователя на PCM5102. Ну и потом, согласно схеме, припаиваем провода к разъему, который будет вставляться в эмулятор. В принципе, ничего сложного. Все соединения изолируем термоусадкой. Из приготовленных разъемов вытаскиваем контактики, отрываем от них провода, припаиваем свои провода и вставляем обратно в корпус разъема. И у нас получается готовый, как будто бы заводской разъем. Так как USB не обеспечит должного питания MIDI клавиатуры и Raspberry Pi, я решил использовать отдельный блок питания, чтобы запитать сразу и Raspberry Pi, и MIDI клавиатуру. Блок питания я буду использовать от какого-то DVD от старого. Видно, что у него есть линия питания 5 вольт и плюс-минус 12 вольт. 12 вольт я буду вырезать все компоненты, а 5 вольт оставлю. Я уже удалил все ненужные компоненты, поставил блокировочные конденсаторы, измеряем питание, и здесь ровно 5 вольт. Начал с разъемчика для питания 220. И также надо поставить кнопку включения этого блока питания. Кнопка встала немного криво, но потом я это исправлю. Также разметил отверстие под аналоговый выход, цифроаналоговый преобразователь, и разместил его достаточно удаленно от блока питания и Raspberry Pi, чтобы не было никаких помех. И вроде бы четко все вымерил, все рассчитал, просверлил, но получилось немного кривовато.
Но, тем не менее, разъемы подходят, и это радует. Монтировать все платы я буду в корпус MIDI-клавиатуры на вот такие вот стоечки. Стоечки сделаны из корпуса какого-то телевизора или еще чего-то, какого-то бытового прибора. Я склеил две пластины для увеличения толщины. Там толщина, наверное, где-то 3 мм, а так получилось 6 мм. В эти квадратики я буду вплавлять втулочки резьбовые, которые я взял от ненужных ноутбуков. В корпусе ноутбука их очень много стоит, и как раз мне хватило. Просто вплавляю их паяльником, но предварительно нужно закрутить винт, чтобы было удобнее. Винты опять же на 2,5 мм резьба у них. Их достаточно тяжело найти, но в ноутбуках как раз такие стоят. Только не берите американские ноутбуки, там резьба скорее всего будет дюймовая. Припаиваю питающий провод 220 вольт к блоку питания. Прикручиваю подготовленные стоечки к плате блока питания. Блок питания я решил установить в самом дальнем конце платы, чтобы не было никаких наводок и никаких помех по звуку. Клеить я буду на дихлоретан. Дихлоретан — это такой растворитель, который растворяет пластик АБС. И получается такое литое соединение. Теперь нужно подождать, пока дихлоретан высохнет, и будет монолитное соединение. Саму плату Raspberry Pi я также установил на стоечки. Ну, в принципе, все в этой конструкции будет стоять на таких стоечках. Я долго размышлял, куда бы поставить платку, но так и не придумал куда. И поставил первое попавшееся место. Картридер я тоже решил поставить на стоечки. Но здесь я не стал уже вплавлять втулочки от ноутбука, а решил просто плавить саморезы. Так проще всего. Тем более, что картридер должен стоять ниже. Здесь я вот тут картридера отпилил край, чтобы он зашел в стеночку своим разъемом для SD-карты, чтобы карта стояла снаружи, а не внутри. Потому что карту изнутри будет вытаскивать достаточно сложно. И так просто она торчит, нажал на нее, и она вышла. Когда саморезы вплавлены в пластик, они потом легко выкручиваются, и при необходимости эту платку можно заменить. Также я выбирал место под картридер. Шлейф длинный, и вроде бы как бы желательно его поставить поближе сюда, но я уже смонтировал плату Raspberry Pi, и картридер уже между стенкой и платой не влазил. Поэтому я решил поставить немного сбоку. Я не ожидал, что карта, которая будет вставляться, платка вместо SD-карты в плату Raspberry Pi, будет такая длинная. Ну, не рассчитал немножко, ну и поэтому получилось вот так вот. Я решил поставить немножко сбоку картридер, а шлейф выгнуть по диагонали. Ну и здесь также размечаем
где должно быть отверстие под карту. И все это высверливается, выпиливается, ножом подрезается. Ну вот, я просверлил отверстие и прорезал между ними перемычки. Вставляем карту, чтобы понять, насколько она выглядывает. И монтируем на место. После этого смачиваем стоечки дихлоретаном и приклеиваем картридер на место. Так как я решил запитать плату MIDI клавиатуры от этого же блока питания, который питает эмулятор, надо подключить питание к плате MIDI клавиатуры. Здесь интересная схема собрана, то есть 9 вольт подается на стабилизатор 7805 и потом идет на переключатель. То есть 5 вольт идет с блока питания и 5 вольт идет с USB разъема. И это питание может переключаться либо с USB разъема, либо с блока питания. Но так как у меня 5 вольт уже готовы и есть, я отпаиваю стабилизатор и подаю уже вместо него 5 вольт. Не с этого разъема, а получается с самого блока питания на выход стабилизатора. Но стабилизатор надо отпаять. Сам стабилизатор я не стал убирать, а прикрутил также на место. Но вдруг придется восстанавливать оригинальную схему, чтобы он был вместе с радиатором. Так как плата MIDI клавиатуры у меня питается также, как и эмулятор, от одного блока питания, то можно и делать оптическую развязку, потому что никаких проблем не возникнет. Я также замерил, чтобы было 3 вольта на MIDI сигнале, чтобы не было проблемы с согласовкой уровней. Так как MIDI вход всегда сделан по типу открытого коллектора, нужно сделать подтяжку через резистор к плюсу питания. Резистор я не помню какой там, по-моему, килоом я припаял, а может быть 200 Ом. В принципе, не особо важно. Ну и припаиваем вход MIDI сигнала с эмулятора на этот разъем. Для питания я взял сдвоенный провод. Мне показалось, что сечения не хватит для питания. Хотя я, наверное, ошибался, потому что потребление самой платы MIDI клавиатуры очень маленькое. Припаиваем также провода к разъему 220. Надеваем термоусадку на них. И подключаем блок питания через выключатель питания. Еще раз включаем блок питания и замеряем питание. Вдруг что-то во время монтажа нарушилось. Ну и как видно, питание есть, и питание 5 вольт. Дисплей, который я заказал из Китая, я разобрал и решил встроить его под стеклышко, которое есть на другой стороне MIDI клавиатуры, под которым должен стоять дисплей. Вот видно разъемчик даже для подключения дисплея, но дисплей здесь не стоит. И вот так я подмеряю, вроде бы как бы все подходит. Сама стекляшка дисплея была приклеена на двухсторонний скотч. Вот так выглядит плата дисплея 2.23 OLED. Здесь всего 4 вывода: SC, LSDA, масса и питание. Питание 3,3 вольта. И вот она, стекляшка. Я все рассчитываю, как же так уместить дисплей под эту стекляшку, в каком месте. Ну и поставив стекло на место, я примерно рассчитываю, как будет соединяться шлейф дисплея, шлейф стекляшки с платой дисплея. Ну и в принципе видно, что все как бы подходит по длине. Осталось установить дисплей и подключить его. Но контактики разъема, которые торчат, нужно будет подпилить и установить какой-либо изолятор, чтобы не замкнуло. Но скорее всего я буду приклеивать плату на двухсторонний скотч. Установке дисплея мешал вот этот вот выступ пластика, который там есть, и я решил его срезать ножом. Но ножом не получилось, поэтому я взял кусачки. Кусачками, как оказалось, это сделать проще. Ну и после этого примеряем дисплей по месту.
После примерки наклеиваем дисплей на двухсторонний скотч. В нижней части я сделал двухсторонний скотч 2 слоя, потому что там уровни немного не совпадают, и чтобы дисплей не был под наклоном, пришлось увеличить толщину скотча. Ну и вот так дисплей выглядит с лицевой стороны. Теперь займемся стеклом. Стекло в этой части выкрашено изнутри в черный цвет, но я так подозреваю, что можно очистить его растворителем либо спиртом. Стереть краску, и оно станет прозрачным. Ну, для начала, конечно, нужно отметить место, где будет дисплей. Я просто поставлю риски ножом, чтобы видно было, где стирать краску. Я побоялся, что растворитель может расплавить стекло, и оно станет мутным. Поэтому для начала взял спирт. Как оказалось, спирт, так же как и растворитель, может стирать краску. Единственное, что это происходит достаточно медленно, и нужно очень долго и усердно тереть. Видно, что на ватной палочке остаются следы краски. Ну и значит, она растворяется спиртом также. Ну, только плохо. Через некоторое время я понял, что если так дальше стирать краску, граница будет размытой, либо не получится вообще границы четкой. Поэтому я решил наклеить скотч, чтобы граница была четкой. И стереть краску ровно по скотчу. Ну и как вы видите, со скотчем получилось намного лучше. Границы получились четкие. Но тут меня ожидал другой сюрприз, так как я не мог точно рассчитать положение дисплея относительно стекла. Ну и, соответственно, стер немножко больше краски и стер сверху краску и снизу краску, где как раз и видно внутренности. Сверху видно скотч, по бокам видно края дисплея, снизу также видно край дисплея, что очень некрасиво. Ну и я, конечно же, решил исправить эту оплошность. Решил заклеить скотчем и покрасить изнутри также черной краской. Но я вам одну вещь скажу. Никогда так не делайте. Короче, мучился я мучился. Края, получается, по скотчу очень кривые, с какими-то выемками, выбоинами. Короче, не получается так закрасить, чтобы был ровный край. Не знаю, как это делают на каких-то заводах, но у меня так не получилось. Я очень долго пробовал другие скотчи какие-то использовать, но у меня ничего так и не получилось. Но уже потом я нашел решение, которое меня удовлетворило. Я опять содрал всю краску, которую намазюкал. Несколько слоев там было. Взял тонировочную пленку от автомобиля, самую темную, это где-то 5%, наверное, и просто наклеил изнутри стекла. Ну и получилось, как по мне, так оптимально. Я, конечно же, не выровнял внутренние границы, и видно, что они неровные, но когда стекло стоит на MIDI-клавиатуре, внутри темнота, и, в принципе, почти никакой границы нету. То есть не видно, где кончается краска и начинается стекло. И вот такой результат меня устроил. После этого я собрал верхнюю часть MIDI-клавиатуры и подключил дисплей. Ну и в принципе можно уже все собирать и запускать. Монтируем плату MIDI клавиатуры на место.
После этого подключаем все компоненты эмулятора и все, что смонтировано. Шлейф картридера разгибаем буквой Z. Ну так получается укоротить его и увести в сторону. Ну и вот так это все выглядит. В принципе, видно царапины, которые я сделал изнутри. Но если не приглядываться, даже с небольшого расстояния, с 30 сантиметров, не видно, что там есть какой-то дисплей. Просто черное стекло. Я положил на карту Mini-Dexit и можно включать. Проверяем. Первый запуск. Я также запрограммировал клавиши MIDI клавиатуры для управления Mini-Dexit. И Mini-Dexit также прописал эти клавиши, чтобы можно было управлять с MIDI клавиш, MIDI командами. Ну и видно, что все как бы отлично работает. Также я запустил MT-32P. И, в принципе, можно также послушать, как он звучит.
Так как Raspberry Pi идет без охлаждения, а в эмуляторе MT32P я увидел, что температура повышается до 70 градусов, я решил поставить радиатор на процессор и сделал это с помощью термоклея. Оказывается, наши друзья-китайцы сделали термоклей Кафутер, который достаточно хорошо передает тепло. Ну и я решил поставить вот такой маленький радиаторчик, чтобы отводить тепло, ну хотя бы какую-то часть от процессора, чтобы он сильно не грелся при эмуляции этих синтезаторов. Вот этот клей, это не реклама, его можно заказать в Китае. Перед наклейкой желательно обезжирить обе поверхности, и радиатор, и процессор. Ну и приклеиваем просто радиатор на термоклей. Нужно будет какое-то время подождать, желательно сутки, чтобы термоклей приклеился. И после этого температура уменьшилась до 60 градусов. Слой термоклея желательно делать достаточно тонким, чтобы была лучше теплопередача. Ну и, конечно же, я решил запустить эмулятор Roland GV880. И он, конечно же, запустился, но так как код был совсем сырой, у меня не получилось никаких звуков извлечь из него. То есть там не было поддержки Serial MIDI, а у меня эмулятор был подключен по Serial MIDI, по обычному MIDI, не USB. Ну и понятно, что звука я не добился. Ну и пришлось садиться за компьютер и писать код, чтобы это все заработало. Изначально я не планировал выводить ни HDMI, ни USB наружу. Но так как я уже начал программировать, мне понадобилась отладка, а отладка шла только по HDMI. Мне пришлось монтировать HDMI наружу. Но в данном вот варианте я так соединил MIDI-клавиатуру, пока не собирал, чтобы как-то отлаживать код. Ну и ждал, пока придет переходник на мини HDMI и на обычный HDMI. Ну и также USB-переходник, чтобы можно было подключать клавиатуру по USB. Когда пришли переходники из Китая, я все соединил по USB mini-GV, и оказалось, что предыдущие программисты, это Plamiccio и Giulio Zaza, они допустили ошибку вот такую вот, из-за которой звук постоянно прерывался. Но потом я решил, конечно же, закрепить эти разъемы на MIDI-клавиатуре, вывести наружу, и чтобы можно было уже работать спокойно и отлаживать код. Сначала я вывел USB наружу, но также просверлил отверстие, ножом подровнял, приклеил на клей герметик разъем, потому что он полиэтиленовый, там других вариантов не было. Ну и также вывел HDMI разъем, потому что отладка все-таки нужна, и также приклеил его на клей герметик. Потом я решил, что плохо будет, когда эмулятор подключен постоянно по Serial MIDI, и решил все-таки встроить разъем MIDI оптоизолированный, чтобы можно было подключать отдельно эмулятор и отдельно MIDI-клавиатуру. В повседневном использовании MIDI-клавиатура и эмулятор соединяются просто кусочком кабеля небольшим. Пришлось опять снять плату MIDI-клавиатуры и отпаять этот провод и отпаять резистор. И вернуть все в штатный режим. Теперь у меня эмулятор в MIDI-клавиатуре, и сама MIDI-клавиатура работает автономно. То есть MIDI-клавиатура может работать отдельно, а эмулятор может отдельно работать от другого источника, что очень радует. Ну, хотя и питание у них совмещенное. Когда я вывел USB наружу, я решил попробовать опять мини-GV синтезатор. Ну и вы слышите, что звук какой-то неправильный, он прерывается, дрожит весь. То есть тот, кто делал программу для этого эмулятора, она не совсем правильно работает. Забегая вперед, скажу, что мне достаточно долго пришлось мучиться с этим,
А эта проблема возникала из-за того, что там используются два процессора, ну, эмулируется два процессора. Это центральный процессор, который обрабатывает нажатие клавиш, и процессор PCM, ну или DSP, который как раз и выдает звук. Из-за рассинхронизации PCM опаздывал или наоборот убегал вперед, и получались провалы в сэмплах, которые он неправильно выдавал. Ну и, соответственно, звук получался прерывистым, и с этим ничего нельзя было сделать. Я подбирал временные задержки, чтобы звук был качественным, и у меня это вполне получилось, но проблема в том, что оно работало бы только на моей плате. То есть, если использовать Raspberry Pi 4 или 5, то там звук оказался бы тоже искаженный, потому что задержки бы уже не срабатывали. Поэтому пришлось вносить очень кардинальные изменения в программу, раскидывать процессы по ядрам, делать кольцевой буфер, ну и много чего. Я не хочу сейчас на этом зацикливаться в данном видео. Но здесь вы можете увидеть все, что я смонтировал внутри MIDI клавиатуры. Дисплей стоит на верхней панели. Хочу также сказать, что железо, на котором я собрал этот эмулятор, оно подходит также и MT32P или Pi, и также к Mini Dexit. Запуск MT32P вы видели в начале видео. В принципе, тоже все работает, и все отлично работает. Я недельку, наверное, игрался, грузил очень большие саунд-фонты SF2 размером и 150, и 200 мегабайт. Ну, короче, сколько памяти есть у вас в Raspberry, столько и влезет саунд-фонд. И все работало без задержек, без тормозов. Но я как-то больше склоняюсь все-таки к Mini-GV. Хотя у меня в планах, конечно же, есть сделать мультисинтезатор, который будет вмещать в себе и MT32, и Mini-GV, и Mini-Dexit. В сообществе Mini-Dexit меня не поддержали, сказали, что это бредовая идея. Но, в принципе, я вижу, что, допустим, если памяти будет не 512, а 1 гигабайт, тогда все синтезаторы влезут, потому что эмулятор занимает очень мало места. И я думаю, что можно будет переключаться между ними на лету. Ну, потому что в MT32, если запустить, допустим, сам эмулятор MT32, и потом резко переключить на саундфонд, и в это время, если играть, то при переключении на саундфон просто пропадает звук, ну и включается звук саундфонта. А если назад переключить, то там останется хвостик от старого звука MT32. То есть автор проекта все отлично предусмотрел, и такое возможно. На этом видео про создание внутри MIDI клавиатуры синтезатора я буду заканчивать. В отдельном видео я расскажу, какие есть возможности у этого эмулятора, что я смог реализовать. Ну, в общем-то, все, что я хотел, я реализовал. И я думаю, что, в принципе, там уже добавлять нечего. Ну, может быть, какие-то нюансы только исправить и все. Ну и на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.